Какое место на Земле бьет рекорд по количеству молний в год? Представьте, над одним озером в Венесуэле молнии сверкают до 300 ночей в году, создавая непрерывное световое шоу, которое видно за 400 километров. В некоторые ночи небо прорезают до 28 ударов молний в минуту. Это почти 1500 разрядов каждый час. Местные рыбаки веками использовали это свечение как природный маяк, а пираты в 17 веке проклинали его, потому что оно выдавало их позиции. Но самое невероятное, ученые до сих пор спорят, почему именно здесь природа устроила такую электрическую феерию. В 1911 году австралийский геолог Гриффит Тейлор наткнулся на ледник Тейлора в Восточной Антарктиде и застыл в изумлении. Из белоснежного льда вытекала ярко-красная жидкость, словно сама планета истекала кровью. Тейлор решил, что это водоросли окрашивают воду, но ошибся. Правда оказалась куда страшнее и удивительнее. Под ледником, на глубине почти 1000 футов, скрывается озеро, которое не видело солнечного света 5 миллионов лет. Вода там в 3 раза солонее океанской и настолько насыщена железом, что при контакте с воздухом мгновенно ржавеет, окрашивая потоки в багровый цвет. Температура в этом подземном резервуаре опускается до минус 5 градусов по Цельсию, но вода не замерзает из-за чудовищной концентрации соли. Самое жуткое, в этой ледяной кровавой воде живут бактерии. Они существуют без света, без кислорода, питаясь серой и железом из окружающих пород. Эти микроорганизмы буквально дышат железом вместо кислорода, используя химические реакции, которые ученые считали невозможными для поддержания жизни. Когда исследователи впервые взяли пробы в 2009-м, они обнаружили 17 различных видов микробов, выживающих в условиях, смертельных для любой известной жизни на поверхности. Эти организмы заперты под льдом дольше, чем существует человечество, эволюционируя в полной изоляции от остального мира. Кровавый водопад течет непостоянно. Он появляется спорадически, когда давление под ледником выталкивает древнюю воду наружу. Каждый такой выброс, то бишь это окно в мир, который старше наших предков. Красные потоки стекают по белому леднику на протяжении 3 миль, создавая картину настолько сюрреалистичную, что первые фотографии считали подделкой. Ученые НАСА изучают этот феномен особенно пристально. Если жизнь существует в таких экстремальных условиях на Земле, значит она может выжить и в подледных океанах спутников Юпитера и Сатурна. Кровавый водопад Антарктиды стал доказательством. Жизнь невероятно упряма и находит способ существовать там, где ее быть не должно. Большое красное пятно на Юпитере – вот это ураган размером больше самой Земли, который бушует уже как минимум 350 лет. Джованни Кассини впервые зафиксировал его в 1665-м, и с тех пор этот шторм ни разу не прекратился. Ветры внутри него достигают скорости 400 миль в час. Это в 2 раза быстрее самых мощных земных торнадо. Внутри большого красного пятна может поместиться 3 планеты размером с Землю. Представьте ураган, в котором наша планета выглядела бы крошечной точкой. Облака в этом вихре поднимаются на высоту 5 миль над окружающей атмосферой и вращаются против часовой стрелки, совершая полный оборот каждые 6 дней. Самое странное, ученые до сих пор не понимают, откуда шторм берет энергию. На Земле ураганы питаются теплом океанов и быстро затихают над сушей. У Юпитера нет твердой поверхности, нет океанов, только газ, уходящий вглубь на тысячи миль. Тем не менее, большое красное пятно продолжает существовать веками, цвет шторма остается загадкой. Красный оттенок может создаваться химическими соединениями, которые поднимаются из глубин планеты и реагируют с солнечным светом. Некоторые ученые считают, что это фосфор или сера, другие предполагают сложные органические молекулы. Никто не знает точно. В 70-х годах 20 века зонды Voyager передали первые детальные снимки. Тогда большое красное пятно было вдвое больше, чем сейчас. Шторм сжимается, на каждый год он становится меньше примерно на 600 миль. Если процесс продолжится, через 50 лет вечный ураган может исчезнуть. Зонд Юнона в 2017-м пролетел прямо над большим красным пятном на высоте всего 2000 миль. Его приборы зафиксировали, что корни шторма уходят на глубину 200 миль в атмосферу Юпитера. Это в 50 раз глубже, чем простираются земные ураганы. Внутри вихря температура достигает 1400 градусов по Фаренгейту, горячее, чем на поверхности планеты. Шторм сам себя разогревает трением и энергией вращения. Молнии внутри него в 1000 раз мощнее земных разрядов, они вспыхивают постоянно, прорезая красные облака белыми вспышками. Большое красное пятно поглощает меньшие штормы, которые попадают в его орбиту. Ученые наблюдали, как белые овальные вихри затягивались в красный водоворот и исчезали, питая гигантский ураган дополнительной энергией.
18 сентября 2003 года в Канберре, Австралия, обычный лесной пожар внезапно породил чудовище. У побережья Японии дайверы в 1995-м обнаружили на песчаном дне идеальные круги диаметром 6 футов. Узоры выглядели так, словно их начертил циркулем гигантский архитектор. Ровные концентрические окружности с геометрически точными гребнями и канавками. Никто не видел, кто их создает, но каждое утро появлялись новые круги. Фотограф Йоджи Оката потратил 10 лет, ныряя каждый день, чтобы поймать создателя за работой. Он проводил под водой по 8 часов, замерзая в холодной воде, пока наконец не увидел. Крошечная рыба-фугу длиной всего 5 дюймов методично плыла по кругу, взмахивая плавниками и разгребая песок. Рыбка работала без остановки 7 дней подряд, создавая произведение искусства в 12 раз больше себя. Самец фугу строит эти круги для привлечения самок, но узор не просто украшение. Гребни и канавки спроектированы так, чтобы ослаблять морские течения. Когда самка откладывает икру в центр круга, геометрия узора создает зону спокойной воды, защищая будущее потомство от того, чтобы его не смыло в океан. Каждый гребень расположен на точном расстоянии от соседнего, примерно 2 дюйма. Рыба создает 24 луча, расходящихся от центра, как спицы колеса, и украшает их раковинами и кораллами. Если течение смывает украшение, фугу находит его и возвращает на место. Маленькая рыбка помнит расположение каждого элемента своего творения. Ученые провели эксперимент, разрушили часть круга. Самец фугу вернулся и восстановил поврежденный участок с математической точностью, воссоздав тот же самый узор. Биологи из университета Токио использовали компьютерное моделирование, чтобы проверить эффективность дизайна. Оказалось то, что форма и размещение гребней действительно снижают скорость течения в центре круга на 30%. После спаривания самец остается охранять круг, пока не вылупятся мальки. Он отгоняет хищников и постоянно ремонтирует узор, который размывают волны. Через неделю после появления потомства рыба покидает свое творение, и океан медленно стирает круг. Через месяц от шедевра не остается следа. Самое удивительное, у фугу нет развитого мозга. Его нервная система примитивна, но каким-то образом эта рыбка обладает врожденным пониманием геометрии и гидродинамики. Она никогда не училась строить круги, знание закодировано в генах, передаваясь миллионы лет эволюции. Некоторые самцы создают более сложные узоры, чем другие. Самки выбирают партнеров, оценивая качество кругов. Чем точнее геометрия, чем симметричнее узор, тем выше шансы на спаривание. Красота буквально определяет выживание вида. Круги фугу обнаружили только у берегов Южной Японии на глубине от 60 до 100 футов. Больше нигде в мире этот вид не демонстрирует такого поведения. Почему только здесь, остается загадкой. На вершине горы Брокен в Германии альпинисты веками наблюдали жуткое явление. Гигантские тени людей, окруженные радужными кольцами, парили в облаках. На побережье Сан-Диего в 2011-м океан внезапно загорелся неоновым синим светом. Каждая волна, накатывающая на берег, вспыхивала, как электрическая дуга. Люди бежали в воду и видели, как их ноги оставляют светящиеся следы, словно они шли по жидкому звездному небу. Каждое движение в воде порождало взрыв голубого сияния. Крошечные организмы под названием динофлагелляты создают это свечение. Одноклеточные существа размером меньше песчинки содержат химическое вещество люциферин. Когда волна тревожит воду, динофлагелляты испускают вспышку света как защитную реакцию. Миллиарды этих существ, вспыхивающих одновременно, превращают океан в светящееся озеро. В заливе Москито в Пуэрто-Рико концентрация динофлагеллят достигает 720 тысяч на 1 галлон воды. Это самая высокая плотность биолюминесцентных организмов на планете. Когда лодка проплывает ночью, она оставляет за собой светящийся след шириной 20 футов, который не гаснет несколько секунд. Весла, входящие в воду, создают взрывы света, как фейерверки под водой. Свечение настолько яркое, что можно читать книгу. Рыбаки в Пуэрто-Рико столетиями использовали этот эффект для ночной ловли. Они видели силуэты рыб, окруженные светящимся ореолом, когда те проплывали через воду. Дельфины, охотящиеся ночью, светятся как торпеды, прочерчивая неоновые линии сквозь волны. Самое масштабное биолюминесцентное явление произошло в Индийском океане в 1995 -м. Спутники зафиксировали светящееся пятно размером 15 тысяч квадратных миль, больше территории Бельгии. Моряки, проплывавшие через эту зону, рассказывали, что океан пульсировал голубым светом, как гигантское бьющееся сердце. Свечение было настолько интенсивным, что его видели из космоса. В Тасмании во время цветения биолюминесцентного планктона серферы катаются на светящихся волнах. Каждая волна вспыхивает неоновым синим при разбивании о доску.
Фотографы используют длинную выдержку, чтобы запечатлеть следы. На снимках серферы выглядят как призраки из света, оставляющие за собой светящиеся шлейфы. Динофлагелляты светятся только, когда их потревожат. Если вода спокойна, океан остается темным. Но достаточно бросить камень, и свечение распространяется кругами от места падения, как рябь на воде, только видимая в темноте. Акулы, охотящиеся в биолюминесцентных водах, выдают свое присутствие светящимся следом. Ученые обнаружили, что динофлагелляты используют свет как сигнал тревоги. Когда хищник, например, креветка, начинает поедать планктон, вспышки света привлекают более крупных хищников, которые атакуют креветку. Планктон буквально зовет на помощь врагов своих врагов. В Мальдивах целые пляжи светятся по ночам. Песок на берегу усыпан миллионами динофлагеллят, выброшенных приливом. Каждый шаг по мокрому песку оставляет светящийся отпечаток ноги. Влюбленные пары гуляют по берегу, оставляя за собой дорожки из света, которые медленно гаснут через несколько секунд. Феномен непредсказуем. Биолюминесцентное цветение может длиться одну ночь или продолжаться месяцами. Температура воды, течение, фазы Луны – все влияет на появление свечения. Местные жители на побережьях научились предсказывать цветение по цвету воды днем. Красноватый оттенок означает высокую концентрацию динофлагеллят. В долине смерти в Калифорнии на высохшем дне озера Рейстрек-Плая лежат камни весом до 700 фунтов, оставляющие за собой длинные борозды в грязи. На арктическом льду при температуре минус 22 градуса по Фаренгейту распускаются цветы из чистого льда. Они вырастают за одну ночь, достигая высоты 4 дюйма с тонкими лепестками толщиной, как бумага. Целые поля этих ледяных цветов покрывают замерзший океан, создавая сад там, где не должно быть ничего живого. Цветы формируются только на молодом морском льду толщиной меньше дюйма. Вода под льдом остается относительно теплой, около 28 градусов. Разница температур между водой и воздухом создает крошечные трещины в ледяной корке. Через эти трещины просачивается водяной пар, который мгновенно замерзает, формируя кристаллические структуры. Но самое жуткое – эти цветы смертельно ядовиты. Когда морская вода замерзает, соль выталкивается наружу и концентрируется в ледяных лепестках. Соленость внутри цветов в 4 раза выше, чем в океане. Вместе с солью концентрируются и другие химические вещества – бром, йод, хлор. Если лизнуть такой цветок, можно получить химический ожог языка. Полярник Джефф Боукер в 2009-м случайно наступил на поле ледяных цветов. Его ботинок провалился сквозь хрупкий лед в воду температурой минус 2 градуса. Пока он выбирался, кристаллы цветов резали кожу как стекло. Соль из лепестков попала в порезы, вызвав жгучую боль. Рана не заживала 3 недели. Ледяные цветы существуют максимум несколько дней. Как только лед под ними становится толще, поток водяного пара прекращается, и цветы перестают расти. Ветер ломает хрупкие структуры, снег засыпает их, и сад исчезает, словно его никогда не было. Ученые обнаружили, что ледяные цветы содержат живые бактерии. Микроорганизмы выживают в концентрированном солевом растворе при экстремально низких температурах. Внутри каждого лепестка целая экосистема микроскопической жизни, адаптированной к условиям, которые убили бы любое обычное существо за секунды. Эти цветы влияют на климат планеты. Кристаллы содержат бром, который при взаимодействии с солнечным светом разрушает озон в приземном слое атмосферы. Спутники фиксируют резкое падение концентрации озона над Арктикой именно в периоды массового цветения ледяных садов. Хрупкие структуры, существующие несколько дней, изменяют химический состав атмосферы над океаном площадью 1000 квадратных миль. Когда ветер разрушает цветы, кристаллы соли поднимаются в воздух. Эти частицы становятся ядрами конденсации для облаков. Ледяные цветы буквально создают погоду, но облака формируются быстрее и плотнее над районами, где росли эти структуры. Экспедиция в 2016-м зафиксировала поле ледяных цветов площадью 20 квадратных миль возле Гренландии. Температура воздуха опустилась до минус 40 градусов за ночь, создав идеальные условия. К рассвету весь молодой лед покрылся кристаллическими структурами. Солнце, отражающееся от миллионов ледяных лепестков, создало ослепительное сияние, видимое с вертолета на высоте 1000 футов. Через 12 часов поднялся ветер. За 15 минут весь сад превратился в облако ледяной пыли. Цветы исчезли, оставив только гладкую поверхность льда. Единственное доказательство их существования — фотографии и образцы, которые растаяли в лаборатории, оставив после себя белый осадок чистой соли. Феномен происходит только в Арктике и Антарктике, только зимой, только в первые дни после замерзания океана. Окно возможности — несколько часов между формированием тонкого льда и его утолщением. Большинство людей никогда не увидят эти цветы, потому что находиться в таких условиях смертельно опасно.
Летом в 2 часа дня над Айдахо небо внезапно вспыхнуло всеми цветами радуги одновременно. Горизонтальная полоса света шириной сотни миль протянулась от края до края неба, словно кто-то размазал радугу по облакам. Люди останавливали машины, выбегали из домов, показывая пальцами вверх. Многие думали, что началось нечто апокалиптическое. Огненная радуга — это не радуга и не огонь. Официальное название — окологоризонтальная дуга. Она формируется только при совпадении 3 условий одновременно. Солнце должно находиться выше 58 градусов над горизонтом. На высоте 20 тысяч футов должны висеть перистые облака. Эти облака должны содержать плоские шестиугольные ледяные кристаллы, расположенные строго горизонтально. Свет входит в кристалл через вертикальную боковую грань и выходит через нижнюю горизонтальную, преломляясь под углом 90 градусов. Этот угол разделяет белый свет на спектр так эффективно, что цвета получаются ярче и чище, чем в обычной радуге. Красный цвет горит как неон, зеленый светится изумрудом, фиолетовый пульсирует как ультрафиолет. Феномен может длиться только пока Солнце остается достаточно высоко, максимум час. В средних широтах это возможно лишь летом в полдень. Севернее 55-й параллели огненную радугу невозможно увидеть никогда. Солнце не поднимается достаточно высоко даже в самый длинный день года. Самая масштабная огненная радуга в истории наблюдений произошла 14 июня 2006 над западным побережьем США. Полоса света протянулась от Вашингтона до Калифорнии, расстояние 800 миль. Феномен был виден одновременно в 3 штатах в течение 45 минут. Спутники зафиксировали его из космоса как яркую цветную линию, пересекающую континент. Пилоты, пролетавшие сквозь перистые облака во время огненной радуги, описывают опыт как полет внутри драгоценного камня. Кабина наполняется цветным светом, приборная панель окрашивается в красные и зеленые оттенки, стены самолета светятся как витраж. Один пилот рассказывал, что его руки на штурвале стали фиолетовыми, а лицо второго пилота ярко-оранжевым. Коренные американцы называли огненную радугу мостом духов. Они верили, что в момент ее появления граница между мирами истончается. Шаманы выбирали эти редкие моменты для важных ритуалов, считая, что их молитвы будут услышаны с большей вероятностью. Вероятность увидеть огненную радугу зависит от географии. В Лос-Анджелесе она появляется в среднем 5-10 раз за лето, в Лондоне — раз в несколько лет. В Москве раз в десятилетие. Чем южнее, тем чаще феномен возникает, потому что Солнце поднимается выше. Так какой природный феномен самый эпичный? Молнии Кататумбо бьют 300 ночей в году, кровавый водопад течет 5 миллионов лет, шторм Юпитера бушует 3,5 века. Но огненная радуга побеждает в одном, где она единственная, которая превращает все небо в произведение искусства на глазах у миллионов людей одновременно. В тот день, в 2006, когда полоса света протянулась на 800 миль, ее увидели больше 10 миллионов человек. Ни один другой феномен не может собрать такую аудиторию в один момент времени. Природа устроила шоу, и половина западного побережья стала зрителями.